Привет, друзья! Сейчас люди все чаще и чаще пытаются сэкономить. А чтобы сэкономить на продуктах, нужно пойти в магазин «Светофор». А мы с вами уже знаем, что не вся еда из этого магазина вкусная и съедобная. Поэтому сегодня продолжим выяснять, что стоит покупать, а что лучше вообще не брать в этом магазине. Друзья, если вы хотите оказать помощь в развитии канала, то можете перевести мне донат через сервис Donation Alerts. Этот сервис позволяет прикрепить личное сообщение, и всех, кто мне задонатит, я покажу в своем следующем видео. Ссылка в описании. Ложкарев, наггетсы куриные. Здесь 1 килограмм. Основным компонентом в составе является филе грудки куриное. Есть также кожа индейки, крахмал картофельный, соевый белок, растительная клетчатка. Проще говоря, это наггетсы не самого высокого качества. Наггетсы куриные Ложкарев, стоимость 123 рубля 31 копейка. Изготовлено в Московской области, город Домодедово. Наггетсы эти продаются в замороженном виде, и как мы видим, форма у них не вся хорошая, некоторые расплющенные, но некоторые более-менее нормальную форму имеют. Пожарил несколько наггетсов, и давайте посмотрим, что там будет внутри. Внутри мы видим фарш, но он какой-то сероватый. 123 рубля за килограмм наггетсов, это, конечно же, супер дешево. Удивительно, что есть еще такие цены. Я думал, что за эту цену будет вообще что-то несъедобное. Но тем не менее, вкус оказался не таким уж и плохим. Не скажу, что здесь очень много мяса чувствуется, но вот именно сам вкус, он какой-то не противный. Бывает, купишь что-нибудь дешевое, и там вообще несъедобно абсолютно. А здесь все-таки есть можно. Камбала, обжаренная в томатном соусе. Общая масса 240 грамм, а масса рыбы 168 грамм. Получается, что 72 грамма это соус. Камбала здесь дальневосточная. Состав здесь вполне нормальный. Камбала, обжаренная в томатном соусе, стоимость 72 рубля 40 копеек. Изготовлено в Псковской области, деревня Щеглицы. Сейчас посмотрим, что же здесь внутри. Крупные ли тут будут кусочки рыбы. Есть какие-то обрезки. Ну и вот вроде бы какой-то кусочек был покрупнее. Попробую на вкус. Попробовал, и сразу же мне почувствовалось то, что вот этот вот томатный соус, он очень жирный. Такое ощущение, что это сплошное растительное масло. Ну а рыба не очень вкусная, она с какой-то горчинкой. Возможно, что она была не первой свежести или не знаю, но в общем она горчит. Да и сам вот этот вот соус, он какой-то не очень вкусный. Бывает вот даже килька в томатном соусе, там соус гораздо вкуснее. А этот соус мне вообще не понравился. В общем, и рыба невкусная, и соус тоже невкусный. Все невкусное. Щечки говяжьи. Масса 338 грамм. Состав оказался очень-очень длинный, и здесь куча всевозможных добавок. Состав не полностью натуральный. Консервы мясные щечки говяжьи, стоимость 99 рублей 6 копеек. Адрес производства город Курган. Перелью эти щечки в тарелку. Даже перекладывать не нужно, хотя нет, перекладывать нужно. Жидкость была только сверху, а внизу там действительно что-то густое. Сейчас посмотрим. В составе был желирующий агент, и в итоге мы видим, что здесь действительно как желе. По запаху эти щечки пахнут очень дешевой тушенкой. Запах не очень приятный. Попробовал на вкус, и вкус меня совершенно не впечатлил. Во-первых, эти щечки очень соленые, ну а во-вторых, так как в составе была куча всяких добавок, и в том числе был ароматизатор копчения, то вот этот вот вкус копчения здесь очень хорошо чувствуется. Ну и вот в целом все вот сочетание вот этих вот различных вкусов, оно как-то, мне кажется, не сочетается. Если рассмотреть поближе это блюдо, то мы увидим, что жидкости здесь на самом деле очень много. Попробовал я вот эту вот щечку, и во рту надолго остался какой-то неприятный привкус. Лучше бы купить какую-нибудь нормальную тушенку, чем вот эти щечки. Картофельная соломка со вкусом томата с базиликом. Судя по составу, эта соломка сделана из свежего картофеля. А в пищевом ароматизаторе томат с зеленью на самом деле присутствуют томаты. Здесь есть, конечно, кое-какие нехорошие добавки, но в некоторых других чипсах таких добавок гораздо больше. Так что состав не супер плохой. Соломка картофельная стоит 52 рубля 53 копейки. Изготовлена в Московской области, город Серпухов, село Липицы. Как мы видим, эта соломка очень мелкая. Попробуй на вкус. Внешне это какой-то супер мелкий картофель фри, но когда начинаешь кушать, то действительно вкус чипсов. Потому что, так как эта соломка очень мелкая, то она полностью прожарилась, и это уже сплошные чипсы, никакой вот картошки, как в картошке фри, здесь не чувствуется.
действительно ощущаются томаты, но вот базилика я вообще не почувствовал. В целом вот эта вот приправа, она довольно-таки приятная на вкус. Ну и здесь целых 120 грамм, а стоимость всего лишь там 53 рубля. Мне кажется, что для такой массы это недорого, потому что если купить какие-то другие чипсы, там, по-моему, уже и 40 грамм стоит в районе 100 рублей. Поэтому цена невысокая, а качество мне понравилось, и вкус тоже отличный. Горох с копченостями. Производитель Курганский мясокомбинат. В составе написано, что это консервы растительно-мясные. Также есть варено-копченая колбаса сервелат. Куча различных специй, также есть всевозможные добавки с индексом Е. Не сказал бы, что состав слишком плохой, но и не совсем натуральный. Горох с копченостями, стоимость 77 рублей 35 копеек. Адрес производства – город Курган. Масса этой баночки 330 грамм. Сверху мы видим огромное количество жира. Переложу все это в тарелку, и мы как следует рассмотрим, что же входит в состав этой баночки. В составе мы видим, что здесь очень много гороха, а также есть вкрапления. Было написано, что это что-то типа колбасы солями. Ну, хотя за такую цену колбаса солями это очень маловероятно. Также еще камушек лежит. Причем гранитный камушек. Не знаю, откуда он тут мог взяться. Ну, в общем, камушек тоже положили. В общем, все как и нужно в дешевых консервах. Попробовал. Горох здесь неплохого качества. Горох хорошо разварился, он мягкий. А вот это вот, судя по составу, там вроде бы и мясо, и должно быть вот это вот содержимое, вот это вот солями. Там и мясо, и грудинка, там много всего, в общем, хорошего должно быть. Но во вкусе такое ощущение, что это какой-то соевый белок. Хотя в составе соевого белка вообще не было. Поэтому даже трудно сказать, из чего на самом деле сделана вот эта вот составляющая. Потому что это и вроде как бы и не колбаса, и не мясо. В общем, точно не знаю даже, что это такое может быть, как это и назвать. В общем, ну, можно назвать это какая-то супер дешевая измельченная колбаса. Ну и так как это все с копченостями, то и в целом вкус копчененький. И мое личное мнение, что на 77 рублей это не тянет. Потому что такое огромное количество гороха не очень хорошо. Лучше уж взять и какую-нибудь там кашу гречневую, например, или что-то в этом плане. А горох это все-таки, мне кажется, его нужно есть немного, потому что от гороха может быть нехорошая реакция. Ну и также мясо здесь совершенно не настоящее, лучше его вообще не есть, оно мне и по вкусу не понравилось. Поэтому мое мнение, что это даже 77 рублей эта баночка не стоит, потому что есть ее вообще никакого желания нету. Сырок творожный глазированный с молоком сгущенным. Продаются эти сырки упаковкой, в упаковке 5 штучек. В составе написано, что творог сделан из обезжиренного молока, а глазурь шоколадная сделана из заменителя масла какао. То есть шоколад здесь не настоящий. Молоко сгущенное с сахаром здесь вареное. Масса одного сырка 40 грамм. Сырок глазированный, стоимость 97 рублей 35 копеек. Изготовлено в Ивановской области, город Фурманов. На упаковке еще написано слово ГОСТ. Но сейчас мы проверим, вкусно будет или нет по этому ГОСТу. Внешне сырок выглядит неплохо. Надо посмотреть, что будет в разрезе. В разрезе мы видим, что сгущенка находится внутри. 5 таких сырков стоит почти 100 рублей. Получается, что один сырок стоит 20 рублей. Ну и за эту цену я хочу сказать, что качество неплохое. Творог здесь среднего качества. Конечно же, вот если купить сырок какой-нибудь рублей за 50, то там будет гораздо вкуснее и творог, и шоколад будет настоящий. Здесь, конечно же, чувствуется, что шоколад не настоящий, он с заменителем масла какао, и шоколад не очень хороший. Ну а вот творог среднего качества. Конечно, бывают сырки там вообще за 10 рублей, там за 5 рублей. Там вот эта начинка творожная вообще несъедобная. Ну а вареная сгущенка чувствуется очень слабо, потому что ее здесь мало. По 5-бальной шкале я бы поставил этому сырку 3 балла, потому что качество на среднем уровне. Alpenland – это напиток йогуртный, пастеризованный с яблоком и грушей. Массовая доля жира 1,2%. Состав не полностью натуральный, еще присутствуют различные добавки. В составе есть на самом деле и яблоки сушеные, и груша. Изготовлено в Московской области. Alpenland питьевой, стоимость 22 рубля 90 копеек. Ну и так как жирность здесь небольшая, то он такой жиденький. В аромате больше всего чувствуется яблоко. По вкусу этот йогурт мне понравился. Ну, единственное только, что чувствуется во вкусе еще и наличие каких-то искусственных компонентов. Бывает, возьмешь какой-нибудь натуральный йогурт, и там действительно чувствуется, что все натуральное. Здесь же вот такого вкуса натуральности нету.
хотя и сам вкус приятный. Конфеты карамельно-молочные с арахисом и воздушным рисом. Масса упаковки 360 грамм. Я так понимаю, это что-то типа сникерса. Но только что здесь нету нуги, но зато есть воздушный рис. Состав не очень хороший, шоколад здесь не настоящий, потому что используется эквивалент масла какао. Конфеты карамельно-молочные с арахисом, стоимость 119 рублей 97 копеек. Изготовлено в Алтайском крае, город Барнаул. Торговая марка Савинов. Внутри оказалось 8 батончиков. Все они вместе стоят 119 рублей, и один батончик стоит чуть менее 15 рублей. Внешний вид очень простецкий, никакого рисунка сверху нету. Но это, конечно, не главное. Главное вкус и содержание. По разрезу видно, что арахиса здесь не супер большое количество. Всего примерно поровну. И карамели, и воздушного риса, и арахиса процентов по 30. Ну а слой шоколада очень-очень тоненький. Попробовал, и эта шоколадка мне понравилась. Арахис здесь хороший. Его хорошо пожарили, и он абсолютно не сгоревший. И карамели здесь достаточное количество, и воздушный рис хорошо сочетается. В общем, эта шоколадка сделана по моему вкусу. Я думаю, что для своей цены качество очень хорошее. Еще бы раз я такую купил. Состав, конечно, не идеальный, но вот вкус меня порадовал. Друзья, пишите в комментариях, какую еду мне еще продегустировать. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!